Всем привет! С вами Алексей Мамонтов и компания PandaWay. Друзья, сегодня второй день автомобильной выставки в Китае, в городе Шэньчжэнь. Вчера мы посетили эту выставку, посмотрели модели, которые представлены здесь. Начать мы хотим с модели SF5 компании Ceres. Если посмотреть со стороны, то эта модель похожа на Porsche Macan. В принципе, сама компания этого не скрывает, они говорят, что они брали за прототип Porsche Macan. Это электромобиль с увеличенным запасом хода, точно такой же, как и Lyon, о котором мы рассказываем во всех наших роликах. Друзья, у этого автомобиля есть два электромотора. Мощность двух электромоторов составляет 510 киловатт. Крутящий момент, друзья, 1040 ньютон-метров. Максимальная скорость машины 230 км в час. Емкость батареи 35 киловатт-час. Заряда батареи хватает на 150 километров. 700 лошадиных сил. Разгон до сотни менее чем 4,8 секунды. Также здесь есть генератор, который работает на бензиновом моторе, турбированный мотор 1,5 литра. Емкость бензобака 56 литров. Кушает машина 92 бензин. Все вместе в совокупности хватает на то, чтобы машина проехала от 800 до 1000 километров. По-моему, прикольно. Длина автомобиля 4,7 метра. Ширина 1,93 м. Высота 1,63 м. Клиренс составляет 18 сантиметров. Ребят, заглянем под капот, смотрите. Здесь, как во всех китайских машинах, все закрыто, все для сервисного центра. Но здесь есть у нас лючок для омывающей жидкости. Есть лючок для замены масла. И есть лючок для замера масла в двигателе. Все, больше ничего. Качество отделки тоже очень интересное. Недешевый материал. Все оббито таким материалом приятным. Кожа напа здесь. Во всем салоне кожа напа. Материал сделан добротно. Но сразу скажу, что машина не дешевая. Машина стоит столько же, сколько Lyon. Даже дороже на 10 тысяч. 338 тысяч юаней. Давайте зайдем внутрь, и я вам покажу, какие плюсы у нее есть. Во-первых, интересная функция, когда открываете дверь, кресло у вас отъезжает под ваши настройки. Ребят, главный плюс, который здесь есть, это наличие английского языка. Включаем, и ура! Знакомые буквы появляются. Да, это не русский, но тем не менее все равно приятнее и понятнее становится все. У нас тут два монитора. Один монитор перед глазами, удачно выполнен. Есть защита от солнца, все закрыто. И второй монитор, большой, огромный экран, выполнен под формат Теслы. В креслах водителя и пассажира встроен массажер. Это, конечно, прикольная функция. Включили, активировали, едете и кайфуете. Даже сейчас у тебя low, normal. High. Выключили. Дальше интересная функция. Сейчас я вам покажу. Смотрите, навигация. Ну, во-первых, огромная карта здесь. Но многим неудобно держать навигацию с правой стороны, тем более ниже. Хотелось бы, конечно, вывести сюда. Смотрите, как это все делается. Раз. И навигация у нас теперь здесь отображается. Вы едете. Miracle. Вы едете и просто кайфуете. И еще, если видно на камеру, не видно, отображение, видите? Идет проекция на стекло, и вы видите скорость, и навигацию, движение. Если при активной навигации будет карта отображена на стекле. Так, друзья, сейчас обратили внимание, что кнопочки здесь не сенсорные. Ну, как бы это, не скажем, что минус, но все равно за такие деньги. Илюш, я бы сказал, что это огромный минус. Посмотри, даже вот тут. Машина, Вот это вот что? да. Класс. Машина, скажем так, уже ценового уровня такого премиального, то есть это 3,5 миллиона рублей. И, ну, как бы здесь, конечно, должно быть все должно быть по хай-теку. Так, в принципе, машина
Очень прикольно сделано. Обивка такая не дешевая, дорогая. Двери тяжелые. Шумоизоляция неплохая. На крыше люк, естественно. Доводчики кресел. И есть у этой машины большой и интересный плюс. Мы, наверное, его сейчас расскажем. Ну, на улице шумно, расскажем в машине, а потом покажем. У этой машины в комплекте идет кабель. Этот кабель, если вы, допустим, выехали на природу, вы подсоединяете этот кабель к разъему зарядки, и с помощью этого кабеля вы можете устроить пикник на природе. Вывести удлинитель, подключать туда холодильник, свет, печку какую-то. У них в рекламном ролике показана картинка, сейчас мы вам ее покажем. Если у вас есть второй электрокар или ваш друг вдруг оказался в беде и разрядил свою машину, вы можете своей машиной подзарядить другую машину. Интересный момент такой.哎呀，我手机没电了，怎么办呀？我这微博也刷不了了，你给我想想办法呗。没问题，我有办法。玩这么久我都饿了，有没有吃的呀？火锅行吗？现在也吃饱了，要是再有个按摩就更好了。没问题，我给你安排。今天吃的、玩的、用的都是你的电，我车又没电了，我要是再找你借电，你会发火吗？ Вот такая машинка, друзья, у нас сегодня на обзорчике, на кратком обзоре. Если вам интересно узнать про эту машину больше, если вы хотите, чтобы мы сделали тест-драйв, напишите, пожалуйста, в комментариях. Через месяц стартуют продажи этой машины в Китае. Менеджер сказал, что вы можете подъехать к нам и сделать тест-драйв. Так, ребят, снаружи очень шумно, поэтому придется нам снимать в таких тесных условиях, спартанских. Задний ряд. Смотрите, задний ряд... Такой не просторный, я скажу, но не тесный. Смотрите, как все сделано. Отделочка. То есть здесь не как у Нивы, здесь конструкция получше, материалы получше, не дребезжащие. Здесь у нас шкатулка под драгоценности. Все закрывается, все хорошо. Так, у нас тут такие вот замочки, которые скрывают крепление для детского кресла. Вот так все аккуратненько сделано. Материал приятный, кожа мягенько, все полностью отделано. То есть пластика, ну пластик вот здесь есть, вот, но он такой прочный, хороший. Здесь у нас сзади интересный момент. Настоящая розетка. Розетка прикуривателя, и здесь скрыта USB. То есть вот по такому пути они идут, что в машине вы можете пользоваться полностью домашними приборами. Антох, расскажи, как у тебя мнение по этой машине? Да, ну как-то неоднозначно, если честно. Ну, то есть, ну, цена 3,5 миллиона, да, если в пересчете на наши рубли, это чуть дороже, чем Ливан. То есть, первое, она меньше, а второе, некоторые материалы, допустим, как вот здесь вот боковушка, но это дешево. У Ливана это дороже, мягче, приятнее и не бремчит. Банально даже вот здесь это все как-то хлипкое, ну, с моя точка зрения. В целом машина выглядит по сравнению с другими машинами, которые мы здесь видели, ну, на 2 миллиона, не больше. Почему она стоит именно 3,5, ну, непонятно. То есть она не полностью электрокар, она не проезжает 600-500 километров на одной зарядке. Может быть, из-за массажных кресел только если. Может, типа из разряда ты не ходишь на массажку, но получаешь массаж и тем самым экономишь денег. Опять же, экран, да, это такое спорное решение, что он такой огромный, вот он не информативный. То есть, ну, как бы получается, все пялятся сюда, и как-то ты отвлекаешься, и
Мне, честно, самобытность Лиуана больше нравится, чем вот это вот подражение Тесле. Вот огромный экран впихнуть. Практически у каждой китайской машинки сейчас вот это вот тренд. Впихнуть здоровый экран. Друзья, напомню, что это был краткий обзор машины. Мы сейчас находимся на выставке на китайской. Смотрим все машины, стараемся рассказать вам про максимальное количество, но время у нас ограничено, поэтому быстро-быстро рассказываем про все машины. Какая машина вам понравится, пишите в комментариях, про нее мы расскажем дальше более подробно. Ну а с вами компания Pandaway из Китая. Оставайтесь с нами, дальше будет много интересного.